Дональд Трамп еще не определился, что будет делать с Ираном – подписывать сделку или снова бомбить. Президент Румынии посетил место инцидента после разрыва российского беспилотника, а Владимир Путин ничего не знает о дроне. Говорит, а это еще доказать нужно. Украинские специалисты изучили, из чего состоит орешник, и рассказали, в каком вооружении до сих пор находят американские детали. Американский суд самый гуманный, но не по отношению к Дональду Трампу. Федеральный судья дал 14 дней, чтобы убрать имя президента с Кеннеди-центра. В Грузии показали коллекцию сталинских вин. 40 тысяч бутылок планируют продать с молотка. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по возможному соглашению с Ираном. По данным американских чиновников, двухчасовая встреча в ситуационной комнате Белого дома завершилась без итогового решения, хотя ранее Трамп заявлял, что намерен определить дальнейшие шаги именно на этом заседании. Перед встречей он обозначил условия возможной договоренности: открытие Ормузского пролива для международного судоходства, отказ Ирана от создания ядерного оружия и возможность вывоза обогащенного урана под контролем США. В Тегеране эти требования ранее неоднократно отвергали. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что контакты между сторонами продолжаются, однако окончательного соглашения пока нет. Представитель ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что нынешние переговоры сосредоточены на прекращении боевых действий и не затрагивают ядерную программу страны. Одновременно стороны обсуждают будущее Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о переговорах с министром иностранных дел Омана, в ходе которых обсуждалось управление судоходством в проливе в соответствии с международным правом. По информации американских источников, проект соглашения предусматривает продление режима прекращения огня и создание условий для дальнейших переговоров. В случае достижения договоренностей США могут снять ограничения на морское сообщение в регионе, а Иран получить доступ к части замороженных активов и восстановить экспортные нефтяные доходы. Президент Румынии Никушор Дан посетил город Галац после инцидента с падением российского беспилотника на жилой дом. Во время его общения с журналистами часть собравшихся встретила главу государства громким недовольством и освистыванием. Прежде всего, все усилия, которые румынское государство и Европа предпринимают уже несколько лет, полностью оправданы. Эту работу необходимо продолжать. Мы не можем просто сказать, что являемся государством-членом НАТО, и поэтому больше не должны ни во что инвестировать. К любой угрозе нужно готовиться, и то, что делают Румыния и Европа, является правильным. Мы все находимся в одинаковой ситуации. Когда я говорю «все», я имею в виду европейские страны. Идет война. Эта война привела к появлению технологий, которых раньше не существовало. Не было заводов, производящих оборудование именно для таких угроз, и сейчас все стараются как можно быстрее адаптироваться. Как я уже говорил сегодня днем, в настоящее время у нас есть 4 проекта, которые должны помочь решить эту проблему. Кроме того, Дан прокомментировал дипломатические меры, принятые Бухарестом после инцидента, назвав их соразмерным ответом на произошедшее. По его словам, Румыния не является стороной войны и рассчитывает на уважение своего суверенитета и безопасности. Высылка консула и закрытие консульства — это дипломатический сигнал, который по своей значимости соответствует произошедшему сегодня. То есть проявлению неуважения к стране, которая не является участником этой войны. Владимир Путин выразил сомнение в том, что беспилотник, упавший на жилой дом в Румынии, был российским. Он считает, что установить происхождение аппарата можно только после проведения экспертизы. Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали: знаете, что дрон залетел в Румынию. Я говорю: не знаю. Что за дрон? Госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу,
И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло. Также Путин заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским государствам. Это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело, это все результат их политики. И пусть они не обманывают свой народ. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Все, что они делают, это только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщику европейских государств. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Вы же видите, каждый божий день. Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Но не знаю, вы, наверное, посматриваете. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению. В последние месяцы все чаще звучат заявления из стран Прибалтики по поводу нападения НАТО на Калининград. И вот недавно было заявление главы МИД Литвы, который сказал, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области. А в целом, как вы считаете, может ли быть в целом такое нападение, каким будет ответ? Да, как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО. Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать. В опубликованном докладе СВР говорилось о том, что Украина направила своих операторов беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов на территорию Латвии. Соответственно, таким образом планирует наносить удары по территории России. Если такие запуски будут зафиксированы с нашей стороны, какой ответ мы можем ожидать? Спасибо. Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями. А еще Путин подробно рассказал, какие потери понесет Армения в случае выхода из Евразийского экономического союза и сближения с Европейским Союзом.
Виктор Синек, МИЦ «Известия». Вопрос обсуждался и на саммите, и в кулуарах здесь широко. Армения. Скажите, пожалуйста, что дает этой стране участие в ЕС, в чем ее выгода, и что ее ждет, что она потеряет в случае вот этой временной заморозки ее членства в организации? Знаете, вопрос ожидаемый. Я говорил об этом на узком составе, и я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства, сказал, что у нас разговор по этому вопросу может быть только откровенный, только искренний и абсолютно открытый. Я сейчас скажу, о чем я говорил на нашей встрече, назову прямо один пункт за другим. Ну и наш армянский коллега, вице-премьер армянского правительства, сказал, что да, он считает, что это правильно, об этом нужно именно честно и откровенно говорить. Я вот хотел бы что заметить, что считаю чрезвычайно важным. Русский и армянский народ связывают узы дружбы без всякого преувеличения. И узы особых отношений на протяжении столетий. У нас особые отношения России и Армении, России и армянского народа. Я и Николаю Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет. Это и какие бы решения ни были. Это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Все нужно посчитать, внимательно посмотреть и сделать решение, и принять решение. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные. Это доступ на рынок означает. В России, еще Советского Союза, а значит и для всех стран Евразес сегодняшних, нормы, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты. Ну, не хотят. И мы вынуждены это учитывать. Нет таких глубоких пока исследований по последствиям для человека принятия поедания этих продуктов. В технические нормативы разные совсем. Какие-то механизмы у нас можно будет продать, какие-то невозможно. Даже по маркам стали и так далее. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы. Они не могут вместе существовать. Это не значит, что мы против. Мы за. А можно еще про Армению уточнить? Давайте. Александр Юрьевич, вот если вдруг Армения начнет затягивать проведение референдума... Если бы дальше продолжать или не надо? Как долго она сможет сидеть на двух стульях? Давайте спросите у тех, кто пытается это делать. Украинская разведка располагает данными о подготовке России новой масштабной атаки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также он подчеркнул важность программы ПЮРЛ, которая помогает Украине закупать ракеты для систем ПВО, и отметив, что достаточное обеспечение во многом зависит от США. У нас есть данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия готовит новую крупную атаку. Пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя. Наши экстренные службы готовы. Воздушные силы и другие подразделения противовоздушной обороны будут нести круглосуточное дежурство, как и всегда. Вопрос противовоздушной обороны и необходимость продолжать помогать Украине защищать свое небо – наш ключевой приоритет. Я благодарен каждому партнеру, всем лидерам и всем странам, которые готовы помогать и полностью выполняют свои обязательства.
Программа Пюрел должна работать. Это касается как Соединенных Штатов, так и Европы. Мы аккумулируем средства наших европейских партнеров и других друзей для закупки ракет, в частности для систем Patriot. А достаточные поставки зависят от Америки. Мы надеемся, что Украина услышит. Украинские власти показали журналистам фрагменты российской ракеты «Орешник», которую, по их данным, удалось изучить после одного из ударов. Среди представленных элементов – бортовой компьютер и электронные компоненты ракеты. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в стратегических системах «Орешника» обнаружены только российские и белорусские микросхемы. По его словам, это свидетельствует о стремлении России минимизировать зависимость от иностранных поставщиков в рамках своих ракетных программ. На данный момент да, это правда. Там используются только микроэлектронные компоненты российского и белорусского производства. И да, это сделано именно потому, что они хотели избежать какой-либо зависимости в этой сфере стратегической ракетной программы. Такая демонстрация «Орешника» — это большой шаг, я бы сказал. То есть его нельзя недооценивать. То, что он технически устарел, он работает, не подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, и его сложно сбить. При этом украинские эксперты утверждают, что в других российских вооружениях, включая баллистические ракеты и ударные беспилотники, по-прежнему находят компоненты западного производства. Эти детали накануне показали делегации американских конгрессменов, посетивших Киев. Мы показали все это им, и они задавали много вопросов. В частности, как возможно, что новые американские компоненты до сих пор обнаруживаются в некоторых российских вооружениях. Надеюсь, что они зададут эти же вопросы американскому правительству. Напомним, ракета «Орешник» впервые была применена Россией в ноябре 2024 года во время удара по Днепру. Тогда Москва заявила об испытании новой системы средней дальности. Второй известный удар с использованием «Орешника» был нанесен по Львову в январе 2026 года. Третий случай зафиксирован 24 мая этого года во время массированной атаки на Киевскую область. По данным украинских властей, ракета была направлена в район Белой Церкви. По данным Reuters, украинские эксперты также утверждают, что изученные компоненты ракеты были произведены до 2017 года. А сама система может быть развитием более ранней российской ракеты РС-26 «Рубеж». Организация Объединенных Наций включила Россию в ежегодный перечень сторон конфликтов, в отношении которых имеются достоверные данные о сексуальном насилии в условиях войны. Решение основано на информации, подтвержденной экспертами организации. В 2025 году ООН удалось подтвердить 310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. Пострадали 280 мужчин, 26 женщин и 4 девочки. Эти действия были совершены российскими вооруженными силами и силовыми структурами, включая Федеральную службу исполнения наказаний, Вооруженные силы Российской Федерации и Федеральную службу безопасности. Из этих случаев 52 были совершены в течение 2025 года, главным образом в отношении военнопленных мужчин и задержанных гражданских лиц. Остальные случаи, хотя и были подтверждены и задокументированы в 2025 году, произошли в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года. Из задокументированных случаев 232 включали несколько форм сексуального насилия, а в 195 случаях сексуальное насилие носило повторяющийся характер. В ООН сообщили, что речь идет прежде всего о случаях, зафиксированных среди украинских военнопленных и гражданских лиц, находившихся под стражей. При этом в организации отметили, что доступ международных наблюдателей к оккупированным территориям Украины и к территории России был ограничен. Постоянный отказ в доступе для наблюдателей ООН на временно оккупированные территории Украины и на территорию Российской Федерации привел к тому, что многие случаи удавалось подтверждать только после освобождения пострадавших. Включение в перечень не означает автоматического введения санкций, однако может повлечь серьезные репутационные последствия. Кроме того, стороны, неоднократно попадающие в этот список, не допускаются к участию в миротворческих операциях ООН. В Севастополе, в аннексированном Россией Крыму, образовались очереди на автозаправочных станциях на фоне дефицита топлива. На ряде АЗС временно отсутствовал бензин марок А и 92 и А и 95. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что новые поставки топлива ожидаются в течение дня. По его словам, причиной сложившейся ситуации стали логистические трудности. Ранее оккупационные власти города ввели ограничения на продажу топлива.
Не более 20 литров на один автомобиль до стабилизации ситуации. По данным Reuters, дефицит топлива в Крыму наблюдается на фоне сокращения производства на ряде российских нефтеперерабатывающих предприятий после участившихся ударов украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры России. Украина заявляет, что такие атаки направлены на снижение возможностей России финансировать войну за счет доходов от нефтегазового сектора. Взрыв ракеты New Glenn стал очередным испытанием для космической компании Джеффа Безоса. Однако, по мнению экспертов, говорить о кризисе всей отрасли преждевременно. Они считают, что авария ударит прежде всего по позициям самой Blue Origin в конкуренции со SpaceX, тогда как рынок космических запусков продолжает расти и привлекать все больше инвестиций. Сейчас главная задача компании — выяснить причину аварии. Без этого говорить о новых запусках и выполнении будущих контрактов будет сложно. Под аномалией обычно подразумевается локальная проблема, и такая проблема, которую они смогут взять под контроль и решить. Я имею в виду, что невозможно иметь космическую программу, в которой очень часто происходят взрывы. Поэтому они должны разобраться с этой проблемой. При этом аналитики не ожидают серьезных последствий для программы Артемис, которая должна вернуть астронавтов на Луну. В отличие от прошлых десятилетий, сегодня НАСА сотрудничает сразу с несколькими частными подрядчиками. Эксперты также считают, что долгосрочные перспективы космической отрасли остаются сильными. По его словам, удешевление запусков открывает возможности для проектов, которые еще недавно считались научной фантастикой. Напомним, ракета New Glenn должна стать ключевым элементом космической программы Blue Origin и ее ответом на доминирование SpaceX. Однако после нового инцидента компании придется не только восстановить стартовую площадку, но и доказать, что проект способен выйти на регулярный запуск. Суд в США постановил убрать имя Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Федеральный судья Кристофер Купер пришел к выводу, что совет директоров учреждения не имел полномочий самостоятельно менять официальное название культурного центра. По решению суда, администрация должна в течение 14 дней демонтировать вывески с именем Трампа и удалить соответствующие упоминания из официальных материалов. Переименование было утверждено Советом Центра в декабре прошлого года. Тогда Трамп заявил, что считает это решение большой честью и связал его с усилиями по финансовому оздоровлению и модернизации учреждения. Шокирующим образом судья Кристофер Купер, назначенный Бараком Хусейном Обамой, постановил, что Кеннеди-центр, который должен был закрыться в начале июля на масштабную реконструкцию и строительные работы после многих лет запущенности, износа и плохого обслуживания, и который администрация Трампа намеревалась превратить в лучший объект такого рода в мире, не имеет права закрываться для проведения этих работ, хотя без такого закрытия выполнить их надлежащим образом невозможно. К сожалению, судья Купер и радикальные левые предпочли бы увидеть его гибель, чем позволить президенту Трампу превратить его в объект, которым мог бы гордиться каждый. Так же, как я делал это во многих случаях на протяжении своей жизни и совсем недавно. В ходе строительных работ, реконструкции и восстановления водопадов, фонтанов, памятников и других объектов красоты в Вашингтоне, который после рекордного уровня преступности вновь стал безопасным и процветающим. Поэтому, учитывая тот факт, что радикальные левые демократы больше озабочены противодействием вашему любимому президенту, мне, чем спасением этого приходящего в упадок Центра исполнительских искусств, тогда как почти все подобные учреждения по стране несут огромные убытки, мы будем работать с Конгрессом над передачей этого неудачного проекта обратно под его контроль, чтобы законодатели сами решили, что делать дальше. Если мне не позволят делать то, что я умею лучше всего, возродить это учреждение физически, финансово и творчески, у меня нет никакого желания продолжать то, что иначе станет лишь безнадежным путешествием в страну несбыточных надежд. Никогда прежде ни один президент Соединенных Штатов не подвергался столь несправедливому отношению со стороны судов, как я. Но это не имеет значения. Я продолжу выполнять, как многие считают, отличную работу для замечательных людей нашей страны. Сам же Трамп уже раскритиковал это решение суда и заявил, что у него нет никакого желания продолжать этот безнадежный путь, если он не сможет лично контролировать реализацию проекта. В Тбилиси впервые открыли для публики уникальное винное хранилище, где находятся около 40 тысяч бутылок из коллекции Иосифа Сталина. Среди них редкие французские и грузинские вина. Некоторые датируются началом XIX века. Часть собрания ранее принадлежала российским императорам Александру III и Николаю II, а после революции 1917 года оказалась в распоряжении советской власти. Коллекция долгие годы хранилась в закрытом подземном погребе. Эксперты сейчас оценивают состояние бутылок, поскольку возраст многих из них превышает 100 лет.
По словам специалистов, речь идет не просто о вине, а о своеобразной капсуле истории, сохранившейся со времен Российской империи и Советского Союза. Власти Грузии планируют выставить коллекцию на аукцион, а вырученные средства направить на создание международной школы виноделия. Организаторы надеются, что этот проект привлечет в страну коллекционеров со всего мира и еще раз напомнит о том, что Грузия считает себя одной из древнейших колыбелей виноделия.